Здравствуйте! В нашей жизни вода играет первостепенную роль. Но чистой воды на планете становится все меньше, поэтому остро стоит проблема ее сохранения. В этой связи важное значение принадлежит очистке сточных вод. Очищенную таким образом воду используют в повседневной жизни. Количество сточных вод, которые производят крупнейшие мегаполисы мира, поражает. Например, только в Нью-Йорке примерно 8,3 миллиона человек смывают туалеты несколько раз в день. Через сложную сеть городских канализаций ежедневно проходит около 6 миллиардов литров сточных вод. Этого количества достаточно, чтобы заполнить Мертвое море в Израиле всего за 8 лет. Общая протяженность канализационных труб в городе составляет 7500 километров. С начала основания Нью-Йорка в 1624 году люди, обеспокоенные болезнями, возникающими от отходов, оставляемых на улицах, стали искать способ избавления от сточных вод. Так появилась первая подземная канализационная система, вырытая посреди широкой улицы и обшитая деревом. Она собирала все стоки с соседних улиц. Однако вскоре паразиты и болезни стали свирепствовать по всему городу, и жители стали все громче заявлять о своей неприязни к отсутствию отдельных туалетов в многоквартирных домах. Только лишь в 1849 году, после крупной вспышки холеры в городе, власти наконец взяли на себя обязательство построить полнофункциональную канализационную систему. С тех пор очистка сточных вод претерпела значительные изменения. Сегодня об этой теме мало кто задумывается, ведь кого интересует, куда ушел вчерашний ужин? На самом деле все стоки в городе ведут к очистным сооружениям, где сточные воды снова превращаются в чистую воду, которую мы можем пить. В этом видео мы покажем, как происходит этот технический процесс, который делает грязную воду чистой. Сбор и очистка сточных вод сегодня имеет решающее значение для поддержания инфраструктуры, необходимой для создания комфортных условий современной жизни. Вся слитая вода из дома через основную водосточную трубу поступает в канализацию. Она служит как для сточных, так и для ливневых вод. Все это в итоге направляется в сторону очистных сооружений. Очистные сооружения – это комплекс специализированных устройств, предназначенных для очищения сточных вод до установленных нормативов с учетом местных требований. После очистки вода либо сбрасывается в водоем, либо поступает в канализационную систему на этап доочистки. Очищенные воды применяются также и для технических нужд предприятий различных отраслей. Очищение стоков происходит последовательно в несколько этапов, которые в общем составляют около 19 часов. Первый этап – механическая очистка, затем идет биологическая очистка. На последних этапах происходит физико-химическая очистка и озонирование. Иногда мощность очистных установок может быть ограничена в случаях, когда из-за экстремальных осадков поступает слишком много сточных вод. Такая вода направляется к огромным подземным резервуарам дождевой воды и может храниться там до тех пор, пока дождь не прекратится. Процесс очистки воды начинается с ее механической обработки. На данном этапе удаляется до 75% стоковых загрязнений. Удаляются различные примеси, в том числе жировые, а также попавшие предметы. В сооружении для механической очистки сточных вод происходит задержание крупного мусора органического и минерального происхождения. Для этого применяются решетки, а для более полного выделения грубодисперсных примесей – сито. Решетки постоянно движутся, а специальные грабли, опускаясь до дна резервуара, сгребают весь мусор. Они поднимут салфетки, тампоны, тряпки, игрушки и прочее, чего люди смывать не должны. Весь этот процесс называется предварительной очисткой. Все, что собрано с решеток, отправляется на обычную свалку или на предприятие по переработке твердых бытовых отходов. Далее вода попадает в песколовку. Она служит для выделения мелких тяжелых минеральных частиц – песок, шлак, бой стекла и другое – путем осаждения. Здесь скорость воды замедляется, чтобы частицы камня и песка могли осесть.
Этот этап необходим, так как частицы невозможно удалить при помощи химических средств, и они потенциально могут засорить или повредить насосы. Песколовка устанавливается перед первичными отстойниками и после решеток, подготавливая таким образом сточную жидкость к дальнейшей очистке. На этом этапе плотность воды уменьшается, песок собирается в бак и удаляется. Затем вода проходит через жироловку, где вода очищается от жиров и частично от взвешенных веществ под действием гравитационных сил. При охлаждении жиры переходят из эмульгированного в неэмульгированное состояние и всплывают на поверхность зеркала воды в жироуловителе, так называемый объем накопителя жира. Из этого объема впоследствии удаляется жир. Пройдя эти этапы, вода попадает в первичные отстойники. Скорость движения воды в этих резервуарах минимальна. Это позволяет взвешенным веществам оседать на дно в виде ила. Этот ил и вода проходят дальнейшую раздельную очистку. Ил из первичных источников перекачивается в резервуар для предварительного сгущения. Вначале он очень жидкий и на 98% состоит из воды. В резервуаре раствор находится около 10 часов, где он постоянно перемешивается, в результате чего взвешенные частицы оседают на дно. В то же время супернатант, или надосадочная жидкость, собирается в верхней части резервуара. Она стекает обратно в первичные отстойники. Полученный таким образом сгущенный ил с дна емкостей перекачивается в первичные сбраживатели. На втором этапе в первичных сбраживателях ил нагревается до 38 градусов Цельсия и ферментируется в течение 3 недель. Во время ферментации микроорганизмы расщепляют органические вещества в осадок, который превращается в газообразный метан, двуокись углерода и воду. Осадок все время перемешивается с помощью насосов путем подачи сжатого воздуха. Давление создается турбовентиляторами под резервуарами. Полученный метан очищается и используется для обогрева домов. После 3 недель пребывания в камере первичного сбраживания осадок переходит на следующий этап обработки – вторичному сбраживанию. Здесь микроорганизмы продолжают разлагать органические вещества, остающиеся в иле. Ил все еще содержит 97% воды. Теперь он перекачивается в установку для его обезвоживания. Центрифуги вращают поступившую смесь со скоростью 50 оборотов в секунду. В результате центробежная сила выдавливает воду из шлама. Он перестает быть жидким и становится плотным. Его концентрация увеличивается на 30%. По шнековому конвейеру он направляется на завод по сжиганию шлама. Теперь рассмотрим дальнейшую очистку сточных вод. После отделения шлама в первичных отстойниках вода по подземным каналам течет на биологическую очистку. Это основной этап очистки сточных вод. Осветленная вода направляется в аэрационный бассейн, где происходит процесс вторичной очистки. Единственная цель этого процесса – значительно разложить биологическое содержание сточных вод. Во многих случаях этот процесс начинается с аэротенков. Чаще всего это резервуар прямоугольного сечения, где происходит биохимическая очистка сточной воды. Аэротенки примечательны тем, что на их дне находятся тысячи крошечных отверстий, которые создают массу пузырьков в воде. Вода закачивается в резервуар вместе с активным илом. Таким образом, воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов аэрационной системы, перемешивает обрабатываемую сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. Создается среда, идеально подходящая для процесса окисления органических загрязнений и аммонийного азота в аэробных условиях. Другими словами, происходит расщепление органического вещества с использованием избытка кислорода. Активный ил выпадает в осадок. На некоторых очистных сооружениях используются биофильтры. Они располагаются перед аэрационными бассейнами и представляют собой емкость, заполненную камнем или пластиком. Подача сточных вод производится распылением капель или струйным способом.
Здесь вы видите, как сточные воды разбрызгиваются по поверхности пластикового покрытия. Цель использования этого многослойного и обширного покрытия заключается в том, чтобы подвергнуть сточные воды, распыленные на большой площади, воздействию положительных бактерий, растущих на пластике. Таким образом, образуется биопленка, которая удаляет все плохие бактерии, а также вредные химические вещества, такие как аммиак. Также в биологической очистке после аэротенков существуют вторичные отстойники, которые очень похожи на первичные. На их дне собирается активный ил. Он равномерно оседает на дно по всей длине резервуара. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила с дна вторичных отстойников и возврат в аэротенк – возвратный ил. Это происходит из-за того, что микроорганизмы постоянно размножаются, и часть активного ила приходится возвращать в первичные отстойники. Другая часть излишков ила выводится из системы и направляется для орошения полей. В этих отстойниках заканчивается процесс удаления твердых частиц и крупных биологических соединений. Дальше происходит процесс дезинфекции сточных вод. На этом этапе из воды удаляется 85% всех органических веществ. Для окончательного обеззараживания сточных вод, предназначенных для сброса на рельеф местности или в водоем, применяют установки ультрафиолетового облучения. Ультрафиолет не убивает бактерии, а стерилизует, делая их совершенно безвредными. Бактерии не смогут размножаться и наносить вред организму. Такую воду можно пить. Для обеззараживания биологически очищенных сточных вод, наряду с ультрафиолетовым облучением, которое используется, как правило, на очистных сооружениях крупных городов, применяется также обработка хлором в течение 30 минут. Он убивает любые бактерии. Затем хлор необходимо удалить, прежде чем подавать воду потребителям. Поскольку хлор довольно токсичен и представляет опасность, очистные предприятия многих городов России уже активно рассматривают другие реагенты для обеззараживания сточных вод, такие как гипохлорит и дезавит. Кроме того, дезинфекцию могут проводить при помощи озонирования. Эта технология очистки основана на использовании газа озона, сильного окислителя. Газообразный озон добавляется в воду, находящуюся в плотно закрытом резервуаре. Химически активный озон расщепляет загрязнители. Озон уничтожает все известные микроорганизмы – вирусы, бактерии, грибки, водоросли, их споры, цисты простейших и прочее. Озон действует очень быстро, в течение секунд при протекании через воду. Остатки озона улавливаются и разрушаются в отдельном резервуаре. После озонирования вода поступает на стадию окончательной очистки. Здесь вода фильтруется в 18 фильтровальных бассейнах. Она очищается так же, как грунтовые воды в природе, просачиваясь сквозь слой песка. Таким образом отфильтровываются мельчайшие взвешенные частицы и остатки активного ила. Песчаные фильтры со временем забиваются, поэтому их регулярно, каждые 2 дня, промывают. Очищенная вода сливается в реки. Весь процесс очистки сточных вод занимает от 24 до 36 часов. Операторы установок по очистке сточных вод постоянно проверяют контрольные показатели для обеспечения надлежащей очистки воды. Без них сточные воды всегда будут сточными, а санитария в городе будет гораздо хуже. И хотя это грязная работа, но она необходима. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!